Привет, Павел. Спасибо, что пригласил меня готовить. Привет, Оля. Очень рад, что ты пришла. Я немного волнуюсь. Я не очень умею готовить. Не переживай, все получится. Начнем вместе. Что мы будем готовить сегодня? У нас будет салат, жаркое и яблочный пирог. Ого, 3 блюда– это интересно. Начнем с салата. Ты любишь огурцы и помидоры? Да, очень люблю. А что еще в салат? Еще лук, зелень и немного масла. Хорошо. Помыть овощи? Да, помой помидоры и огурцы. Я всегда боюсь, что нарежу не так. Нарезай кружочками, так проще всего. Вот так? Покажи, пожалуйста. Вот, держи нож, осторожно. Спасибо. Теперь огурцы тоже режу? Да, режь огурцы и положи в миску. Я люблю, когда салат свежий и хрустящий. Я тоже. Сейчас нарежу лук. Ты быстро режешь, я пока учусь. Со временем получится быстрее. Добавляем зелень? Какую? Петрушку и укроп, если хочешь. Да, давай укроп. Я люблю его запах. Вот зелень. Можешь мелко порезать ее. Готово. Теперь все смешать. Да, перемешай и добавь соль. Сколько соли нужно? Пол чайной ложки будет достаточно. Я добавила соль. Теперь масло. Да, пару ложек подсолнечного масла. Салат готов. Он такой яркий. Отлично. Поставим его в холодильник. Теперь готовим горячее. Да, будем делать жаркое с мясом и картошкой. Я не часто готовлю мясо. Это сложно? Нет, все просто. Я покажу тебе. Какое мясо мы используем? Свинина. Она быстро готовится и вкусная. Нужно резать мясо мелко. Да, кубиками. Я начну, а ты почисти картошку. Сколько картошек нам нужно? 5 штук хватит на двоих. Я уже почистила картошку. Что дальше? Порежь ее небольшими кусочками. Готово. Теперь все в сковороду. Сначала обжарим мясо, потом добавим картошку. Нужно много масла для жарки. Нет, пару ложек хватит. Я часто забываю, что зачем идет. Главное не спешить, все делать спокойно. Мясо уже жарится. Запах очень вкусный. Теперь добавим картошку и немного воды. Я налью воды. Сколько нужно? Полстакана, чтобы картошка не подгорела. Добавила воду. Перемешать все. Да, и накрой крышкой на 20 минут. У нас есть морковь или лук для жаркого. Да, вот морковь. Порежь кружочками. Готово. Добавить в сковороду? Да, клади морковь и немного лаврового листа. Я часто вижу лавровый лист в блюдах у мамы. Это классика. Давай попробуем вместе. Жаркое нужно солить. Да, щепотку соли и немного перца. Я часто забываю про перец. Спасибо, что напомнил. Не за что. Теперь пусть тушится. У нас есть время для десерта. Да, пока жаркое готовится, займемся пирогом. Я никогда не пекла пирог сама. Сегодня научишься. У нас будет яблочный пирог. Что нужно для теста? Яйца, сахар, мука и немного масла. Я могу разбить яйца? Конечно, 3 яйца в миску. Я разбила яйца. Что теперь? Добавь 4 ложки сахара и взбей венчиком. Я люблю сладкое. Можно чуть больше сахара? Да, конечно. Как тебе нравится?
Добавила сахар. Теперь что? Добавляем стакан муки и немного масла. Я все перемешала. Получилось густое тесто. Отлично, теперь почистим яблоки. Сколько яблок нужно? 2-3 яблока нарежь дольками. Яблоки готовы. Кладем их в тесто. Да, перемешай аккуратно яблоки с тестом. Все готово. Куда выкладывать? Вылей в форму для выпечки, я включу духовку. Сколько времени печь пирог? Около 40 минут при 180 градусах. Пахнет очень вкусно. Я уже хочу попробовать. Немного терпения, скоро будет готово. Хочется чаю к пирогу. У тебя есть чай? Да, у меня есть черный и зеленый чай. Я люблю черный чай с лимоном. Отличный выбор. Сейчас поставлю чайник. Пока все готовится, расскажи, как ты научился готовить. Я учился у бабушки. Она готовила очень вкусно. Я тоже любила помогать бабушке на кухне. Это хорошая традиция – готовить всей семьей. Ты часто готовишь дома? Да, почти каждый день. Мне это нравится. А у тебя есть любимое блюдо? Я люблю борщ и пельмени, а ты? Я очень люблю вареники с вишней. Это вкусно. Когда-нибудь приготовим вместе. С удовольствием. Ты покажешь, как лепить? Конечно, это несложно. Все получится. Уже хочется попробовать наш пирог. Давай посмотрим в духовку. Пирог стал золотистым. Значит, готов? Да, сейчас выну его. Осторожно, горячо. Пахнет яблоками и сахаром. Очень аппетитно. Дадим пирогу немного остыть. Я уже накрыла на стол. Салат поставить? Да, вынеси салат и нарежь хлеб. У тебя очень уютная кухня. Спасибо. Я люблю готовить в тишине и покое. Мне здесь тоже нравится. Очень приятно готовить вместе. Я рад, что тебе понравилось. Давай попробуем жаркое. Пахнет очень вкусно. Давай, клади себе, сейчас дам ложку. Очень вкусно. Мясо мягкое, картошка нежная. Спасибо, старался. Рад, что тебе нравится. Салат тоже получился свежий и сочный. Ты отлично справилась с нарезкой. Спасибо, я учусь у тебя. А теперь попробуем наш пирог. Он мягкий и сладкий, очень вкусно. Рад, что тебе нравится. Ты молодец. Спасибо за урок. Сегодня я многому научилась. Я всегда рад помочь. Готовить вместе – это здорово. Давай повторим это как-нибудь еще. Обязательно. Жду тебя снова на кухне. Спасибо, Павел, было очень вкусно и весело. Спасибо тебе, Оля. Приятного вечера. Тебе тоже хорошего вечера и до встречи. До встречи, Оля. Увидимся скоро.